привет! Сегодня давайте посмотрим такую коробочку от звезды. В каком-то смысле ретро-обзор, в каком-то смысле не ретро. Артикул 3591, российский основной боевой танк Т-80УД. Собственно, коробка видно, еще изготовление не последней генерации, старый дизайн. Но, в принципе, насколько я знаю, наборы эти еще с таким же артикулом выпускаются. Вроде бы даже где-то их можно, наверное, найти в каком детском мире с таким же боксартом, только дизайн уже новый звездовский, и, как бы, соответственно, пластик, все содержимое там, ну, может быть, за мельчайшими какими-то отклонениями, типа инструкции, хотя, может, и нет, то же самое. Значит, набор старый, как бы, достаточно. Что можно по нему сказать? Наверное, если начать про сам набор сначала, да? Набор, собственно, как и большая достаточно линейка советской техники у звезды в производстве, это, по сути, перепаки, переливы набора фирмы Dragon, гонконгской, модельной, широко известной, как бы, ну, понятное дело, что это, как ни странно, не комплимент, потому что наборы эти все изначально разработки конца 80-х, начала 90-х годов. То есть это такое, знаете, 30-летнее уже такое наследие на самом деле, поэтому это как бы Dragon в этом плане не комплимент. Соответственно, вот есть Т-72 по танкам, там у звезды есть, и вот есть Т-80, соответственно, там у звезды есть БВ модификация, вот есть УД модификация, и есть, по-моему, просто изначальный Т-80 без динамической брони, и все это они уже 30 лет, как минимум, может чуть меньше, чуть больше, переливают радостно и продолжают. Соответственно, что это по набору, да, чтобы было понятно. Что по прототипу, да, то есть, ну, я думаю, про сам Т-80 долго смысла рассказывать нет. Конкретно вот эта модификация более поздняя, после БВ уже выпущена. Буква УД означает улучшенный дизельный. Соответственно, танк это, в общем-то, Т-80, только основное его отличие заключается в том, что у него кое-что улучшено там, по-моему, по электронике, по орудию, по номенклатуре снарядов, по-моему, динамическая защита сделана, встроена в корпус, а не навесная, как у Т-80 БВ. Ну и, соответственно, дизельный, буква Д, да, чуть позже появившаяся, это означает, что тут не широкоизвестный для Т-80 газотурбинный двигатель, так как, собственно, газотурбинный, это, наверное, основное, то, что самое первое отличает Т-80 от других основных боевых танков советских, от Т-72 и так далее. Это именно газотурбинный двигатель, но вот в этом танке конкретно двигательная установка дизельная, а не газотурбинная. Соответственно, и выпускался он на Харьковском заводе танковом. Поэтому как бы написано здесь российский, но по факту как бы уже, наверное, не совсем он может быть и российский. Может быть советский, но не совсем российский, да? Так что об этом нам, собственно, по набору. Немножко дальше потом пойдем. По истории, я думаю, еще немножко вернемся. Так вот, что у нас по коробке? Старая генерация коробки звезды, боковики, соответственно, краски еще звезда и Хамброу, 246 деталей, немного совсем для целого танка, 30 сантиметров. Модель, вот видно, что это 16 года изготовления, достаточно старая, то есть уже этой коробочке достаточно много лет, она куплена гораздо позже была, но, судя по всему, на полке лежала черт знает сколько времени. На другом боковике другие модели, ну тут в основном на Вторую мировую войну все дано. И, собственно, все, что интересное здесь есть. Давайте нырять в коробку, чтобы не затягивать. Так. Комплектация, коробочка стандартная для звезды с верхней загрузкой. Внутри у нас что? Пакет с пластиком. Все литники, собственно, у нас в одном большом пакете. Полиэтиленчик такой, зеленый цвет. Ванна в одну деталь. Инструкция. Еще по-старому, собственно, неизмененный дизайн, частично такой, может, промежуточный дизайн. И, значит, что? Предупреждение и декалька достаточно небольшая, но, в принципе, сойдет. Вот это все, что у нас есть в коробке. Так, начнем с бумаги, как обычно.
Собственно, можно немножко опять заскочить в историю, так как у «Звезды» историческая справка есть, но она буквально сочетает в себе одно-два предложения и, собственно, ничего практически интересного про танк, кроме самого базового, не дает, что там ракетное вооружение появилось, да, возможность стрелять ракетами через орудия управляемыми, что там про дизельный двигатель, ничего про то, что это Харьковский завод, а именно УД это именно Харьковский завод. Ну и, собственно, ничего особо больше не сказано. Ну, я от себя могу добавить, что конкретно вот модификация УД, она особо в боевых действиях, в принципе, нигде не засветилась. И, пожалуй, самое заметное ее появление, так сказать, чем она отметилась в истории, это, наверное, конкретно появление танков Т-80УД во время политических кризисов начала 90-х в Российской Федерации, собственно, новообразовавшейся. Так как, в принципе, Т-80УД, он, как известно, участвовал и в событиях при путче 91 года, то есть он использовался ГКЧП, Государственным комитетом по чрезвычайному положению. В частности, вот видно, что можно сбежать вперед, видно, что окраски даны на Кантемировскую и Таманскую мотострелковую дивизию, то, соответственно, их иногда называют придворными, они расквартированы недалеко от Москвы, соответственно, ГКЧП использовал эти соединения для ввода в столицу, и в частности как раз были задействованы, ну, либо Кантемировская, либо Таманская, а может обеими дивизиями вместе танки Т-80УД как раз ими использовать. И второй, это известный случай, это события 93 года, соответственно, конкретно вот именно Т-80УД использовались, около десятка с чем-то машин использовались для обстрела Белого дома, где, соответственно, засели представители оппозиции ельцинскому правительству. Вот так вот. Вот, засветился хорошо, но, собственно, в каких-то активных боевых, массовых боевых действиях он не поучаствовал. Собственно, так как производство машины велось, собственно, по факту только на Харьковском заводе, то уже после 90-х, 91-го, уже к 95-му году машина фактически из войск, российских войск пропала. Производство, собственно, около 8 там, с чем-то сотен экземпляров было все еще в Советском Союзе сделано. Какое-то количество машин, собственно, уже в Украине было произведено, небольшое. Ну, там какие-то, возможно, свои уже модификации делалось, но в целом, в принципе, какой-то большой карьерой боевой этот танк не обладал. В общем, это все, наверное, что можно с исторической частью закончить. Дальше пойдем. Ну, понятно, что набор — это развитие драгоновского Т-80, соответственно, большая часть литников унифицирована. В инструкции, значит, боксарт, справочка, руководство тут по сборке. Нарисовано, значит, вот так это все как гармошка разворачивается у «Звезды». Раскладка литников, соответственно, видно, какие-то детали не участвуют, которые, видимо, характерны для других модификаций Т-80. Соответственно, что? Видно сразу, что траки у нас полунаборные, слава богу, не винил. Ну, хотя, может быть, и винил бы конкретно, юбки развитые у машины, поэтому и винил бы, в принципе, не то, чтобы был очень критичен. Сразу начинается сборка, все очень утилитарно. Видно, что, например, балансир отлит прямо с ванной, то есть, ну, совсем, так сказать, для самых маленьких практически. Деталек в наборе мало, соответственно, какой-то большой детализации жать не стоит. Потом там... То есть, я сразу намеренно не опускаю вопрос какой-то копийности, как бы достоверности, что там сделано не как в УД, что там сделано как в УД модификации. Потому что, ну, я считаю, как бы для данного класса наборов, как бы, ну, это практически, ну, бессмысленно, как бы. Кому интересно, наверное, будут разбирать, если это вообще кому-то нужно. Но если, мне кажется, кому-то очень интересно, они как бы должны, собственно, другие наборы поискать, более, скажем так, профессиональным подходом сделанные. А конкретно эта машинка, ну, она скорее, чтобы просто на полочку для начинающих быстренько склеить и такой поставить красивый Т-80 на полочку. Соответственно, дальше катки у нас, да, из двух деталей. Кое-что, да, написано подкрашивать сразу. Тут бревно у нас, топливные баки, видно, что из двух половин, конечно же. Собственно, полунаборные гусеницы. Ну, слава богу, опять же, новичкам клеить будет довольно просто.
Соответственно, они как бы вроде бы и уже и не виниловые, уже, да, чуть классом выше, ну, вроде как бы еще и не полностью наборные, чтобы, соответственно, не сидеть там над ними 3 часа, не корпеть. То есть о копийности траков даже ничего не говорю, это, ну, полная бессмыслица, как бы набор такой сильно начального уровня. Дальше тут задняя часть вот у нас появляется, дополнительные, скорее всего, топливные баки или что-то такое. Может, ну, скорее всего, топливные баки, боковые части, там какие-то вот передние. Лобовая броневая деталь. Соответственно, вот тут у нас есть опции по люкам. Я так понимаю, что люк механика-водителя можно, в принципе, делать открытым. Понятное дело, что там всякие защиты осветительных приборов. Это все пластик, не копийное, здоровое, толстое. Ну и понятно, ну, собственно, никаких таких допов у звезды у них-то и в современных наборах не бывает, а в таких-то и точно не было. Все очень быстренько, скоренько собирается. То есть деталировка такая очень, ну, очень условная на самом деле. Что хочу сказать, кстати говоря, может быть, стоило с этого начать. Есть какие-то вроде как неподтвержденные до меня доходившие слухи, что со стыкуемостью у модельки есть проблема. В частности, вроде бы там какие-то проблемы со стыковкой верхней части корпуса с нижней, с юбками или что-то такое. В общем, так что, в принципе, тут тоже можно поиметь определенных проблем. Скорее всего, да, возможно, где-то что-то то есть придется пилить, отрезать, там что-то мучиться, как бы, ну, вот такой, сказать, дружелюбный к новичкам подход, он как бы вот не всегда работает в таких модельках, как бы, поэтому, ну, надо быть готовым с этим, потому что, скорее всего, действительно какие-то проблемы есть, раз я это слышал, как минимум, от нескольких людей. В общем, и Т-80БВ, Драгон-звезда, у него тоже были проблемы по инструкции, по какой-то там сходимости, ну, такие, на самом деле, короче, наборчики с подвохом, то есть кажущаяся легкость, мало деталей, да, но по факту сюрпризы могут быть, это вот 100%, конечно, увижу непосредственно после сборки, но инфа такая есть. Ладно, чтобы дальше у нас переходим сразу к башне, она в одну деталь у нас, ну, верхняя ее часть по факту. Собственно, единственная маска орудия, собственно, орудие само из двух половин, но, в принципе, там, если... Ну, я так понимаю, да, вот сделано... Насколько я понимаю, стыковка половин ствола сделана не по вот этому верхнему ребру выступающему, да, характерному для этих танков, а сбоку, соответственно, как-то шов там замаскировать не удастся. Понятное дело, все будет на виду там, некрасиво и так далее. Подвижность ствола вверх-вниз не реализована, так как маска у нас прикрыта брезентовым кожухом. Тут как бы на чисто пластике ничего такого не сделаешь. Радует, что часть динамической защиты ничего это вручную не надо приклеивать, как на некоторых модификациях звездовских, вот 70-ки, там Т-80 и так далее. Тут это все как-то сразу упрощено. Пулемет, соответственно, не помню, утес, по-моему. Ну, понятное дело, он там не будет не высверлен, ничего. Что-то такое есть. Соответственно, что? Дополнительные вот эти блоки, ну, динамической, скорее всего, защиты с такими кожухами брезентовыми, или что они там делались, не брезентовыми, а резиновыми, скорее всего. И, значит, все переходит это в конец. Соответственно, насколько я вижу, опции, ну, по крайней мере, явно выражена в инструкции опция открывать как-то люки водителя, командира или стрелка, наводчика. Вроде бы как нет. Не знаю, получится ли это сделать в принципе. Ну, по идее, наверное, это возможно теоретически. Может быть, какого-то члена экипажа там где-то посадить в это во все дело. Потому что, понятно, даже минимального интерьера нет. Вот эта деталь, ну, я, честно говоря, уже забыл. Это, по-моему, приспособление для подводного хода, что-то такое, по-моему, крепится сзади на башню. Ну, и тут какие-то ящики минимальные, все такое. И буквально вот уже к седьмому, собственно, у нас шагу всего лишь у нас по факту уже готовая машинка. То есть крепятся вот эти вот юбки спереди, тоже для Т-80 характерные, прикрывающие нижнюю лобовую деталь.
Ну и, собственно, стыкуются башни. Ну вот и все, да. Потом схема окраски, конечно же, черно-белая, как в старых наборах звезды, никаких цветных вкладок никто тут для таких старых моделек не дорисовывал. Как я уже говорил, на два варианта, да, соответственно, на Кантемировскую 91 года и на Таманскую 2001. Ну, кстати, вот да, вот что, несмотря на то, что вроде как бы есть информация о том, что вывели к 95 году эти танки из армии, но тем не менее, вот вариант дан на 2001 год. То есть это задолго уже после 95 года, но, видимо, где-то в Таманской дивизии нашли. Надеюсь, если это не памятник, конечно, какой-то дан. Ну ладно. Ну, вообще интересно, как раз, мне кажется, собирать вариантик, который, наверное, как раз на телеэкранах засветился. То есть либо 91 либо 93 год, что-то такое собрать, да, то есть... Но, в принципе, тут что окраска, что как бы внешний вид, что особо-то не отличается. Я думаю, даже с имеющимися декалями может подобрать. И вот опять цвета, соответственно, их немного тут совсем давно. На звезду и на Хамброу тоже признак старой инструкции, старого набора. Потому что сейчас звезда уже дает анатомию, а Хамброу-то вы тут в России вряд ли где-то найдете. Кое-где вроде можно. Так вот, значит, что переходим к пластику. Значит, ванна, опять же, ну, совсем видно, что детализация днища, она вообще практически нулевая, чисто технологическая такая сделана. Отклиты балансиры сразу с корпусом. Соответственно, все очень быстро, весело, но как бы такое, знаешь. Танк этот, конечно, будет напоминать, ну, чисто так издалека. Ну, в плане именно Т-80УД. Значит, что еще тут можно сказать? Ну, хотя бы так дубовенько отлито, так очень крепенько так отлито, тут даже ничего никуда не повело, не съехало, все это радует, конечно. Забирать можно быстро, весело, задорно. Подойдет даже для самых маленьких. Ну ладно, может быть не для самых, но... Значит, один этот пакетик у нас, видно, что детальки отлетели многие, отлетели часть трак у нас, один каток у нас отлетел с литника, так как все это валялось. Еще какая-то вот тут дополнительная деталь. Все надо закинуть, чтобы не потерялась обратно. И, значит, пойдем по литникам. Сначала крупные детали, опять же. Верхняя часть вся дана в крупно момент. Соответственно, вся деталировка тут какая-то минимальная, это ничего не наклеивается, сразу отлито. Какие-то отверстия, кстати, ничего это сверлить не надо, по-моему, для звезды, несмотря на то, что, скорее всего, этот пластик, я думаю, еще в куче модификаций там используется. Ну, тут не помню, какой этот артикул этого набора. Я, скорее всего, ну, я не помню, вот этот конкретный лигник, он только для УД характерен или он для всех 90-иков, но подозреваю, что, наверное, все-таки для УД. Тут детали люков, какие-то микроскопические проушинки, еще какие-то защиты фар, может быть, частично эти детали не применяются в этой модификации, я не помню. Ну вот лобовая деталь, ну скорее всего это все-таки именно для УД, потому что вот эти детали это только УД. Видно, что да, вот еще важный момент, забыл я сказать, никакого прозрачного пластика для имитации каких-то либо осветительных, либо наблюдательных приборов нет, и как мы видим, вот глухие, собственно, перископы водителя, они полностью глухие, пластик, то есть их имитировать придется самому. Ну и, собственно, что единственное из плюсов, можно сказать, что каких-то особых огрехов прям заметных литья. Ну, единственное, что да, питатели в таких местах, где потом сложно будет восстанавливать как-то поверхность ровную, если неаккуратно срезать. Каких-то прям больших огрехов я не вижу. Кое-где есть микроблочек как бы на таких местах. Но, в принципе, что-то такого прям дико бросающегося в глаза я не наблюдаю. Все толкатели вроде на внутренних сторонах. Ну, можно идти дальше. Соответственно, что у нас еще по крупным? Значит, детали башни. Какая-то из них, по-моему, не используется. Ну, вот, собственно, цельно, я вот не помню, по-моему, цельно летая у УД была изначально башня. И все время, соответственно, вот эти дополнительные щитки, которые, собственно, закрывают пространство между погоном и башней. Вот эта деталь для, я так понимаю, подводного хода. Детали вот башенки, люк. Опять же видим, да, что все перископы прям сразу пластик зелененький такой же, никаких вариаций. Детали, соответственно, кожухов, брезентовых, тут маски орудия, все в одну деталь. Пулемет видим, соответственно, ну, понятное дело, никакого отверстия в стволе быть и не может.
дымовые гранатометы, но я уже не помню, от этой модели или не от этой. Ну, в общем, вот как-то так отлито. Текстура литья какая-то на башне вроде бы как бы есть. Ну, что-то такое видно, да, какая-то шероховатость, наплывы какие-то. Так что, наверное, это в принципе прикольно. Там где-то будет видно. Но в остальном все очень так гладенько, лысенько, достаточно простенько. И как бы особо-то и говорить нечего. Ну, опять же, огрехов прям больших по литью я не вижу. Но набор 16-го года изготовления, отливки, сразу хочу сказать, то есть это не 21 года. Если там выпускаются сейчас свежие какие-то отливки, я, в принципе, не берусь прям гарантировать, что они по качеству делаются сейчас на том же уровне. Вторая деталь ходовой, ну, это, видимо, я подозреваю, скорее всего, унифицированная с другими Т-80-ками, поэтому вот эта деталь, возможно, не используется. Тут же ствол у нас, я вот не помню, на предыдущих литниках у нас других версий ствола не было. Ствол, судя по всему, орудие у нас один, вот он, да, располовинен не там бы, где хотелось, как раз у нас вот здесь, да, располовинен он у нас, собственно, сбоку, там, где будет заметный шов. Ну, опять же, вот детали топливных баков, понятное дело, уже говорю, что в 2,5 будет шов. Детали, опять же, кожух, я вот не помню конкретно, вот эти, наверное, не используются. Ну, катки, скорее всего, используются. О какой-то достоверности изображения катков я вообще не говорю. Скорее всего, они очень приблизительное сходство имеют с оригиналом. Вот деталь для самоокапывания, вот это вот простенькая, ну, собственно, нишевый пол башни, тут смотреть особо нечего, ленивец какой-то, ну, слава богу, вроде не заплыл облоем, еще какие-то детали, звездочки вот эти тоже по сходству с оригиналом, даже молчу, даже ничего не говорю. Бревно вот это самое с какой-то текстурой дерева, ну, такой не то чтобы ярко выраженный. Ну, какие-то вот ключки дополнительные. Ну, все выглядит таким достаточно таким бюджетненьким, гладеньким, со слабенькой детализацией. Единственное, опять же говорю, что плюс огрехов литья прям явно бросающихся в глаза нет. Так, маленький литничек, судя по всему, относящийся, видимо, именно к модификации УД. Не помню даже, кстати, конкретно от чего эти детали, какие-то дополнительные тут крючки, держатели чего-то, может, какие-то крышки дополнительные там сбоку, по бокам, что-то такое. Ставится как бы, ну, тоже отлито, как бы, как отлито, вроде сказать-то ничего. Ну, микрооблочек кое-где есть, но, в принципе, я думаю, удалить его не проблема. И остаются у нас буквально детали траки, собственно, два идентичных литника, черный пластик, собственно, как звезда дает и для других советских моделей перепаков фирмы Dragon. По достоверности отображения траков ничего, правда, даже говорить не буду, потому что вот отлетевший трак, он, слава богу, в коробке не потерялся. Ну, клеить их быстро, легко, в принципе, вроде со сходимостью нализанием на звездочки. Но если по опыту Т-70 звездовской, драконовской, вроде как-то особых проблем нет. Оно все, в принципе, как-то склеивается и налезает. Так что, ну, как бы спасибо, что живой. И остается у нас буквально, собственно, декалька, как я говорил, дает на Кандемировскую и Таманскую дивизию, соответственно, номера даны на 3 цифры, на все цифры, это хорошо. Соответственно, от 0 до 9 все есть, то есть, в принципе, разные можно попробовать прототипы реализовать. Ну и вот печать декали, в принципе, тут как бы ошибиться тут особо негде, так как она практически одноцветная, за исключением маленькой звездочки, поэтому, ну, вот декаль вроде норм. Так, и что же можно сказать по итогу, значит, по итогу Т-80УД, ныне, так сказать, ранее основной боевой танк, теперь он уже и не основной, и нигде уже и не боевой, но, собственно, кое-как в истории засветившаяся машинка, в принципе, выглядящая прикольно, интересно, вот такая старая коробка звезды, есть и новые коробки звезды, по набору стандартный, собственно, перелив драгоновских наборов старых, которые родом из 89-90 какого-то начального года, поэтому качество примерно у Т-90, у Т-72, у Т-80, там вот, у БМПшечек там 1 и 2, там, оно примерно вот такое вот ровненькое такое, то есть, в принципе, издалека прототип напоминает, но как бы какой-то большой исторической достоверности я бы, наверное, в этих наборах не искал, уж больно они, в принципе, просят
простенькие и старые. Ну, простота, оно, в принципе, для кого-то недостаток, для кого-то, в принципе, наверное, будет и преимущество.